we go. Money, money, making crap for money. Money, and money, money, making crap for money. Money, yeah. Счастливый, подбегаем, а пляшут бомжи. Можно за аналогичную сумму снять в спальном районе, 3+1 точно. Окей. Чтобы почувствовать чешский колорит. А здесь же это все для туристов. Всем привет! Сегодня у нас Прага, старый город. Пошли смотреть. Сейчас, в общем, здесь проходит реконструкция главной площади, поэтому в той части немножко не презентабельно, но вот в этой части в целом окей. Здесь обычно происходят ярмарки, елка стоит, я покажу фотографии вам. И это главная площадь, где проходят и митинги, и все остальное. Но при всем при этом здесь достаточно много магазинов, что логично, да, и здесь очень много туристов. Когда ты едешь по дороге, и ты параллельно выезжаешь вместе с трамваем, я иногда не знаю, можно с ним выехать, нельзя с ним выехать. Я каждый раз в каком-то ступоре нахожусь вообще, выезжать с ними или нет. А если бы из центра была бы возможность съехать, куда бы ты съехала? Вот если жить не на Праге один, например. Есть ли какие-то районы, которые больше Праге нравятся? У меня есть обязательно условие наличия метро рядом, Ага. и чтобы это была новостройка. А вы сейчас живете в старом? Это вот старый дом, как раз Мгм. века, наверное, 18-19, 200-300 лет. Это А нет плесени? Потому что я жила в старом таком доме, там ванны, плесень, на окнах есть. плесень. На окнах нет. Ванны периодически бывает, раз в месяц надо обрабатывать. Мгм. Чем ты занимаешься в Праге? Чему ты первым научился, да? Выводить плесень. Да-да-да-да-да-да. Это правда. А дорого вообще жилье стоит, если, хотя бы примерную цену? Да дорого. Дорого? Дорого. То есть у меня... Можно за аналогичную сумму снять в спальном районе. Мы живем 2 кк, я думаю, можно снять 3+1 точно. Окей. То есть я живу в Жишкове, у меня, получается, комната, понятно, ванна, кухня плюс комната. Я не знаю, как это, что тоже, наверное, 2 кк считается, да? Нет, это, наверное, 1+1. Кухня это... Кухня с комнатой. Кухня-зал? Кухня-зал, да, вместе. Наверное, Не тоже знаю. 2 кк. Либо это 1+1, либо 2 кк. Они как-то по-разному. Но у нас, получается, 2 обособленные комнаты, и кухня это такая маленькая комнатенка, где есть только мебель. То есть, причем нету стола. Поняла. Окей. Это мой дом. Не знаю, какой. Ну Где-то ладно. там наверху. Не будем раскрывать всех карт. Где-то А там. шумно слышно, как вообще? Летом машины, слышно, летом туристы? слышно, потому что окно открыто же, в зиму, может быть слышно, но очень мало. Окна, которые во двор, там ничего не слышно. То есть в целом туристы, получается, сильно не смущают? Никакой. Окей. Потому что я думала, здесь тяжело именно с туристов жить. У меня один знакомый живет, он на Старомаке. Но на Старомаке, я думаю, там, да. Здесь Да. просто такая улица. Если был бы Вацлавак, то да. Мгм. А здесь она же
Трамвай не ходит, машины, опять это же только одностороннее движение. Ну Здесь да. рядом полиции 2 участка. Да. И прочее как-то Единственное, я достаточно... знаю, что вон на ту улицу, Краковская, 7, туда перенесли типа мечети. Да? Да, да, она раньше была около Народной Триды. Вот, из-за того, что, ну, как бы в Праге нет таких прям Мгм, зданий, мгм. оно обычно внутри происходит. И вот перенесли на Краковскую Да, 7, я даже не поэтому знала. иногда вы можете увидеть тут. Ничего не слышала, Не слышали? не обращала внимания, да. Ну, Мгм. туристы, ну да, бывает там в ночи, летом особенно, чуть-чуть что-нибудь покричат. А вечером безопасно вот выходить, если вот выходите? Нормально, Да, нет мне никого? кажется, здесь даже безопаснее, чем, например, однажды в кафе была с подругами в Карлине, Мгм. и там вышли, время не поздно было, наверное, даже 10 вечера не было, Мгм. может быть, без 20-10. И как-то неловко идти, людей нет. Сюда въехал, все, здесь жизнь, здесь как будто бы днем ты идешь. А сам вот Словак не надоел еще своим видом? Потому что я, если честно... Мне не нравится, что вот ремонт идет, вот это вот Мгм. Ну, все. это еще, по-моему, года 2 будет, наверное, да, идти где-то. Даже дольше, Даже наверное, 2,5. Лето хотели же в 26-м году, потом они сместили до 27-го года, июнь. Но они, так 27-го. поняла, будут уводить в сторону аж и пока трамвай на эти пути куда-то. Ну, туда наверх. Там И же вбок. есть уже чуть-чуть. Чуть-чуть, 20 Чуть-чуть, метров. да-да-да-да. этих путей лежит. Надо как-то их... Да, Окей. туда будут убирать. Из-за этого неудобно. А раньше мне, наоборот, нравилось. Мы здесь идем с детьми Мгм. в этот... Тусовка какая-нибудь там рождественская. Ну да, А у да, меня в целом ребенок тут есть бежит, такое побежали на настроение. концерт. Ой, Микулаш, пойдем ему стишок расскажем, Ну подарок получим. Да. Но единственное, на Пасху в прошлом году было, мы идем на концерт, счастливые, подбегаем, а пляшут бомжи. И вот это вот все они заполонили, все. Господи. Крайне неприятно даже было просто на ярмарке находиться, потому что вот бомжи смущают, туристы нет. Ну, Вот это у нас детский садик. Получается, прям внутри, да? да. Офигеть. Ой, тут же собор. Да, Пойдем очень в красивый. собор, да, зайдем. Мне он очень нравится, он очень красиво внутри. Надеюсь, чёрных они не тонах. туда идут. Но он не факт, детей надо туда вести. Не идите туда. Нам туда нужно. Успеть, пока они не прошли. Потеплело, весна, детей возят на экскурсию. Он очень красивый. Мне очень Да. нравится. Костел? Я не ходила на ночь костелов, когда бывает. Нет. Нет. Я один раз попала около, получается, Карлова моста. Есть Мгм. какая-то маленькая церквушка, не знаю, как она называется. Ну, соборчик. Вот. И там тоже была классическая музыка, орган, все дела, но при всем при этом рядом с ним был диджей, который немножко это так замиксовал. Боже, это было лучшее, что я слышала. Но я никак не могу найти, где они еще выступают. Я понимаю, что они выступают где-то еще, но Это как их найти, я не знаю. В общем, если свернуть с Вацлавака, вон с той стороны, и пройти ровно в это место, то здесь располагается самая старинная пивница, которая есть, которая плюс ко всему располагается прямо под собором.
есть ли какие-то заведения, которые прям очень нравятся? Потому что у меня есть парочка. У меня здесь есть Чинка, моя любимая. Она прям на остановке находится на Словакии и на втором этаже вот в пассаже Светозора. Вот я люблю ее, потому что там есть боксики специальные. Мне она очень Мы нравится. были в ней, мне еще нравился здесь вьетнамский ресторан на Индрижской. Ага. А так, в основном мы, если где-то идем в рестораны, то не у себя в центре, а где-нибудь на окраине, наоборот. Окей. Чтобы почувствовать чешский колорит. А здесь же это все для туристов. И Ну да. здесь не то, что надо. Я не знаю, пробовала или нет, на самом вот Словакии есть добрая чаевна. Если внутрь пройти, там можно попить разное, огромное количество чаев по очень недорогой цене. Не была ни разу там? Нет. Мы можем на минутку зайти? Покажу. Это обычный магазин манго, который располагается прямо в центре. Но это мой любимейший магазин. Сейчас покажу. В общем, вот это добрая чаевна располагается прямо на вот Словакии. Потом зайдем. Да, я не была ни разу здесь. Да, он немножко, конечно, так, может, странноватенько выглядит, но летом здесь можно на улице посидеть, причем мало кто знает про это место. И здесь я брала себе тортик, он что-то не то 50, не то 60 грамм стоил. Не знаю, сейчас можем посмотреть, сколько стоит. Но суть в том, что тут огромный выбор чая, там можно внутрь пройти, чайная церемония, вот это вот все. Бамбук. О, Ну. я не была здесь ни разу. Вот так вот живут. Ну, это если ты прям реально любишь чай. Я, кстати, здесь раньше работала, где, ну, не в магазине, а где вот находится Гламур. Рядом вот как раз-таки пустое пространство. Да, только переехала, я работала в туризме на двухэтажных красных автобусах. Но если часть людей, которая кондукторами, грубо говоря, в автобусе работала, то я сидела именно в офисе за кассой, продавала там билеты, потом уже менеджером стала. И, собственно, вот именно вот в этом пустом месте находился офис City Sites in Prague, красных автобусов. Я постоянно здесь находилась, и на Целетной еще был у них офис. Поэтому для меня этот пассаж вообще какой-то такой душевный, ностальгический. Да, я очень его люблю. Плюс здесь опять-таки очень вкусная чинка, здесь есть Светозор хороший. Мне нравится у них выпечка. Светозор на день Висвячения детям дарят мороженое в подарок, если ты приносишь Висвячение. Ну, получается, мы проходили с другой стороны, сейчас мы обошли все это дело. Здесь очень красиво, когда розочки распускаются. Да, очень красиво. Единственное, здесь иногда бомжи на лавочках спят. Но... Да. Не без этого. Как говорится, прелести центра. Чинка наверху, моя любимая. Да, мы здесь Просто я ее обожаю. как столовая. И вот он. Да. Но там, когда придешь в обеденное время, там можно и места не найти, как бы. Мы были в выходной день, было очень много людей. Но было все вкусно, подавали быстро. Вот Светозор. Здесь очень вкусные тортики, мне нравятся. Кстати, есть столовая. Мы можем спуститься в нее? Да. Вот столовая, которая чешская, дешевая, если вдруг как-то в центре хочется пойти перекусить. Вот она Идална. Светозор. И спускайтесь. Опять-таки, мало кто знает про это. Собственно, понятное дело, почему есть столовая. И пахнет. Да, можем пройти русское. Да, здесь русское меню. Да. И там вот подходишь, есть Дэнни меню, выбираешь, что как к чему, проходишь и оплачиваешь. Ты посмотри на цену, здесь как бы полевка 42 кроны. Целое Дэнни меню 169 крон.
Вот в этот китайский не была. Сейчас мне закончится этот челлендж со 100 еврами. Мне кажется, я пойду просто во все места все пробовать. Общаюсь со всеми. Тут вкусно, там вкусно, здесь вкусно. А нигде пока не могу попробовать. Да неделя осталась. Неделя. Добивать Я гречку, уже, сколько ещё я уже осталось? не знаю, что есть. Сейчас у меня осталось 2 кусочка грудки. Какие-то там крупы. У меня на завтрак уже. Я сегодня на завтрак ела макароны с сахаром, потому что я ничего не придумала. У меня ничего абсолютно. Макароны с сахаром — это хорошее блюдо. Ну да, да. Я хотела молочка Очень добавить. дети любят это. Да? Вот, с молочком как-то было невкусно, поэтому молочко я в итоге вылила. Все как обычно. Собственно, люксор. У него несколько этажей наверх, и еще этажи есть также вниз. Примарк. Окей, да, и вот прямо за примарком у нас есть выставка. Там раньше были какие-то по фильмам сделаны, не знаю, что сейчас будет. Потому что последний раз читала, там было написано, что выставка Сальвадора Дали. Я очень хотела попасть на Ван Гога. Одно время проходила на Карлине такая выставка. Но она закончилась. Она была, знаешь, такая интерактивная. И так на стенах какие-то голограммы. Короче, очень красиво было. Ее закрыли. Вот он, примарк. Раньше был дешевый, сейчас не знаю. Если покопаться, можно что-то найти. Но я бы не сказала, что это супер качественно. Мне в последнее время примарк не очень нравится, знаешь, тем, что у меня становится ощущение, что здесь так много одежды, что ее бедные дети китайские изготавливают, вот трудятся, бедняжки. А ты приходишь, это все потребляешь. Я сюда перейдем. Да, вон, где фильм of Legends. Сейчас посмотрим. Да. Фильм of Legends. Да, сейчас фильмовые легенды, видимо, проходят. У нас основной вход в детский сад будет. А, здесь у меня тут знакомый работает. Могу туда вот проходим. Вот никогда бы в жизни никто не подумал бы, что здесь могут быть детские сады. Хостел, какие-то офисы, жилые дома, и хоба, ты попадаешь в детский сад. А, ну, да, Причем, кстати. как выяснилось, очень хороший. Кухня-матерская школа. Матерская Ну, школа питала. конечно, запрячут. Да, и это будет... Фиг потом найдешь. Если ты не знаешь, что надо идти именно сюда, то ты в жизни не дойдешь. А здесь в Чехии есть 2300. государственные есть садики, есть Из частные. Зоопрома, конечно. И в чем разница? Ну вот здесь мы платим за детский сад 2300, Это государственный. наверное. Но каждый район будет стоить по-разному. Каждый Окей. детский сад может быть стоить по-разному. Я просто видела видео, где там есть детские сады, а-ля они в каком-то там огороде находятся. Нет, здесь это не огород. Единственное, Окей. да, они спят на матрасиках, они Ага. поднимаются, у них есть спальня, у каждого свой матрасик, они его стелят на пол. Есть кошек, куда они складывают свои одежду, обувь, там, перед сном одевают пижамки, ложатся спать. Спят они недолго, ну, то есть это не российский детский сад, где сон-час длится 3-4 А сколько они стоят? часа. Здесь сон-час длится не больше 1,5-2 Ага, часов от момента того, как они ушли, как они уже должны назад вернуться. поняла. То есть это время на переодевание, на А большая сказку, разница на в цене у государственного и коммерческого? Да. Да? Ну, если государственный сад, ну, в среднем 2500 Окей. будет стоить, то частный сад будет стоить минимум 10, 12, 15, 20 и дальше Ничего может себе. стоить сколько Хотя угодно. программа вот в государственном вообще абсолютно нормальная. Я посмотрела сейчас. Ну, просто у государственного... И таких и детей. В нашей группе списочный состав 15 детей. Но тебя могут принять, если ты имеешь прописку здесь. Мгм. А есть приоритетность, например, чешским детям, либо там? Нет, если у как тебя официальная здесь официальный побыт, Окей. наш Ну, документы все. долговый побыт, то ты идешь наравне с чешским детьми. То есть ничем не меняется. Единственная приоритетность детям, которым ближе к 5 годам, вероятность того, что их возьмут 100%. Ага. А, например, если вам 2,5 годика, и вы пришли, осталось место, вас могут взять вот в эту группу. Это здание еще было, где проходят танцы. А вон дальше будет Центрум танца, ну, как бы один из известных в Праге. Мне они не очень нравятся, если честно. Они находятся на Вацлаваке, на Флоре.
И вот здесь у них еще одно тоже место есть. Там проходят разные йоги, разные виды танцев. Там, не знаю, контемпорари, латинские танцы, зумба, мумба, короче, вообще абсолютно любые танцы. Но мне почему-то у них не очень нравится. Не знаю, я вот недавно ходила к девушке, она частно преподает. Она мне как-то больше симпонировала, поток больше. Кстати, думаю, я нигде не была. Мы были вот в этом ресторане дважды. Первый раз зашли. Я всегда своих знакомых водила, да. А Было вкусно? нормально. Мгм. А во второй раз мы пришли, просидели 20 минут, зал уже почти пустым. И никто не подошел? Никто не подошел. Офигеть. Кстати, есть очень классное место, мясное. Да, и вот тут как бы здесь нет отдельных столов, но там все. Там заказываешь, здесь у тебя выдай, и тут как бы кушаешь. Ну, там маленькие столички есть. Но обычно все стоят тут и как бы кушают. О, как прикольно. Да. Может, мне просто датовку и все. Ну окей тогда. Я думаю, что в целом все. Как-то так у нас выглядит этот район. Понятное дело, что это центр. Здесь может быть много туристов, может быть и немного туристов. Как бы смотря в какой улочке ты находишься. Но да, это близко к центру. Цены, конечно, будут намного дороже. Ну вот, но здесь есть абсолютно все, что хочешь. И какие-то театры, оперы, музеи. И ресторанов огромное количество. Правда, цены будут чуть подороже. Плюс здесь всякие выставки проходят, мероприятия. Короче, в целом центр, да, но он шумный. Если, например, ты не очень любишь туристов, либо шумное что-то, то, конечно, здесь будет достаточно тяжело проживать.